Всем привет! Наконец-то я решилась к большому эксперименту. Это будет стабилизация розы с помощью глицерина и воды. Значит, для эксперимента я купила 5 флакончиков по 40 грамм. По 40 грамм глицерина. Вот. Нашла розочку. Но не то, что я хотела, конечно. Но меньше не нашла. Это кустовая роза. Такая ярко-красная. Пока мы ее донесли, она немножечко как бы пожухла, но бутончики такие как бы плотненькие. У нее достаточно длинный такой вот стебель. Например, на сантиметров, наверное, 60. Много листиков. Ну и сейчас немножко подготовлюсь и будем заливать розу в ванночку с раствором. Я с розочки удалю листики все, потому что не надо, чтобы они впитывали сок. Это лишнее будет. Листики я засушу отдельно. В наш раствор я помещу только бутоны. Я подготовила все, что мне необходимо. Баночки, в которых буду делать 3 разных, в общем, раствора. Я решила экспериментировать так полным ходом. Вот, значит, глицерин. Ну, в общем, я накупила целую кучу. Наверное, мне его столько даже не понадобится. Горячая вода, примерно 60 градусов. Спирт я еще буду использовать. В общем, сюда сейчас я вылью глицерин, так как здесь есть мерный стаканчик. А воду буду забирать шприцом. Он у меня на 20. Вот. Я здесь сейчас распечатываю. Тут, короче, 40 миллиграмм. Я глицерин выливаю сюда. Выливаю зачем его сюда? Для того, чтобы мне было удобно потом достать это все шприцом. Вот эта емкость, на ней написано, что у нас 120 миллилитров. Я сейчас замерила здесь конкретно шприцом, и ровно вот до этой вот черты 100 миллилитров. В первой баночке я буду делать, значит, я рассчитала 2 части воды и 1 часть глицерина. Значит, 60 миллилитров воды горячей будет и 30 миллилитров глицерина. Это 2 к 1. Так, я баночки, в общем, наверное, подпишу, чтобы мне потом не перепутать. 2 к 1. Значит, роза наша есть. Значит, набираем 60 миллилитров воды. То есть 3 шприца по 20 и 30 миллилитров глицерина. Это самый распространенный, в общем, способ. Я нашла в интернете. В общем, для чего все я это делаю? Я хочу стабилизировать розу и законсервировать ее в эпоксидной смоле. То есть, что такое стабилизация? Это замена цветочного сока на вот этот раствор. Цветок получается не сухим и не живым. То есть, он получается непонятным. В общем, хорошо я это все размешала.
беру вот этот бутон, самый большой, который здесь есть. Рекомендуют вот эти вот поврежденные лепестки убрать. Мы уберем. Их тут и так мало. Ну ладно. Не знаю, вот эти чашелистики, наверное, я тоже срежу. В общем, цветок стабилизируется около 2 недель, то есть 14 дней. В течение первой недели необходимо вот понемножку отрезать от стебелечка, чтобы он впитывал. Я вообще хочу сразу вот так вот срезать. Не знаю, правильно это будет, нет? Ну, давайте так и сделаем. Мне, в принципе, вот этот стебель, он вообще не нужен. Я вот так вот отрежу. И хочу, наверное, вот этот вот расчехлыжить вот так вот. Кончик, чтобы глицерин лучше впитывал цветок. Цветок достаточно плотненький так-то. Ну все, погружаем наш цветочек в раствор. Через неделю написано, раствор надо сменить. Не хочет тонуть. Даже не знаю. Первое 0,5. Вода у нас еще горячая. Значит, здесь у нас глицерин. Выливаем еще один бутылек глицерина. Раствор рекомендуют менять через неделю. Но я, наверное, это делать не буду, потому что у меня бутончики очень маленькие. Значит, второй способ. Делаем все 1 к 1. Но здесь я решила, в общем, сделать все-таки часть воды побольше. Я взяла 40 мл воды. Горячая вода 50-60 градусов. Дальше берем 30 мл глицерина. 20. 30. И берем спирт. Спирт у меня муравьиный. Его 30 мл. Так, здесь написано 50. Надеюсь, мы тут не взорвемся. Добавляю 30 мл спирта. Так, ну и последний способ. Здесь я решила смешать глицерин и спирт без воды. Посмотрим, что тут получится. Берем 3-ю баночку глицерина.
Сюда мы добавим все, что у нас осталось. То есть вот эти вот бутончики, листики маленькие. И вот этот цветочек. Так, ну вот, 3 баночки у нас получились. Я поставлю их сейчас в темное место. Завтра, конечно же, и последующие дни буду постоянно проверять, что тут у нас получается. Буду некоторые моменты фотографировать. Если надо, будет засниму. Через неделю я все снова это сниму. Покажу, что через неделю получилось. И потом подержу еще неделю. Ну и посмотрим, что у нас получится. К сожалению, видео, где я доставала из баночек розочки и ложила на салфеточку, они у меня удалились нечаянно. Но сейчас я покажу, какие розочки в итоге получились и из какого раствора. Думаю, ничего страшного, что небольшая часть потерялась. В общем, вот такая вот розочка сохранилась лучше всего. Это прошла у меня ровно неделя. Вот. Дальше я консервировать, к сожалению, не буду. Потому что розочки были малюсенькие, и я думаю, они законсервировались. Значит, 2 части воды и 1 часть глицерина. Вот такие вот получились розочки. В серединке видно, что потеряла немножко цвет, но она еще не высохла, вот влажная. Лепестки легко поддаются расправлению. Вот. Но внутри видно, что вот она как бы такая коричневая стала. Вот это вот место. Ну а сверху лепестки, в принципе, хорошие. Это маленькая розочка. Потеряла немножко, конечно, цвет, но все же лучше, чем другие. Вот такая вот. Дальше. Розочки вот эти вот 2, они немножко выцвели, стали розового цвета. Это из раствора 2 части воды, 1 часть спирта муравьиного я добавляла и 1 часть глицерина. Они выцвели, возможно, они высохнут, и их можно покрыть аэрозолью. Бутон плотный, они не сгнили, но потеряли цвет. Лепестки также хорошо расправляются. Была она ярко-красной. И последние розочки, они вообще потеряли цвет, стали, даже сказала бы, бесцветные, вот такие. То есть в середине видно вообще, как она белая такая. Вот это место. Это был раствор 30 мл глицерина и 30 мл спирта. Лепесточки не обрываются, расправляются. Она не сгнила, бутончик плотный. Но цвет, к сожалению,
который был первоначальный, потерялся. Ну, эту я не буду расправлять. Зеленые видно, что потеряли полностью цвет. В общем, желтые были, стали совершенно желтыми. Бутон не сгнил, он плотненький. Ну вот, так вот. Попробую сделать в следующий раз чисто в глицерине. Может быть, что-то и получится. А пока вот так вот. Всем пока-пока и до новых встреч. Ну что, вот так вот высохли розочки. Прошло еще 5 дней. Значит, вот как они лежали, так они лежат. 2 к 1 глицерин с водой. Тут 3 части: вода, глицерин и спирт, и глицерин и спирт. Вот эти розочки, как я их достала, так они и остались. Они не изменили в цвете. Лепестки у них не опали, подвижные. Здесь также все без изменений. А вот розочка 2 к 1, она вообще полностью потеряла цвет. Она вся пожухла. В общем, вот такая. Дорогие друзья, если кто-то уже ранее делал стабилизацию роз или других цветов, и у вас получился намного лучший результат, может быть, я не увидела его в сети на видео, будьте добры, напишите мне, пожалуйста, что не так я сделала, почему у меня, ну, я бы сказала, это неудачный, да, такой эксперимент получился. Хотелось бы более лучшего результата. Я буду ждать от вас комментарии к видео. И спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ну и ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Пока-пока.